Всем здравствуйте, меня зовут Пауля Гарсия, я мексиканка, и у меня сегодня новый ролик для вас. Тема сегодняшнего дня — это как я научилась говорить по-русски с нуля. И все, погнали! Первая и самая главная часть — это мотивация. Если у вас курсы русского языка в школе, потому что вам нужно просто говорить по-русски, или вот там написано, что вам нужно говорить, тогда это не будет очень полезно. Но если ваша мотивация, например, в моем случае, если ваша мотивация — это переехать в Россию, чтобы жить тут и говорить с людьми вокруг вас, и понимать то, что происходит вокруг вас, тогда вот это хорошая мотивация. Они, видно, что они очень разные случаи. Я знаю, что постоянно, например, дома бывает, что у всех есть много лет курсов английского, и мало людей умеют говорить на английском. Поэтому, да, мотивация — это супер важно. Вам нужно найти причину и каждый день сильно работать к этой причине. Если у вас нет ясной мотивации, тогда все остальные шаги не важны и не будут эффективны, я могу вам сказать. Вторая часть — это дисциплина. Если у вас уже есть мотивация, тогда получить дисциплину не будет так трудно, по-моему. Например, в моем случае, опять, я родом из Мексики, и разница времени между Россией и Мексикой огромная. Когда у меня, на самом деле, я вам скажу, у меня был 1 год интенсивного русского языка. Я почти целый год была удалена, еще там жила в Мексике, и разница времени 9 часов, как я вам сказала, тогда мне нужно было разбудиться в 2 утра, 3 утра, и вот это было очень тяжело, но я знала, и у меня была такая мотивация, что если я это не сделала, тогда, пока учебу в России, пока магистратуру, потому что без русского языка нельзя. Поэтому, да, дисциплина супер важна. Если вы действительно хотите в будущее правильно или просто говорить в любом языке, вам нужно будет быть на уроке и делать домашки и так далее. И вот сразу тут третья часть — это на самом деле о домашних заданиях. Да, понятно, что у вас есть курсы, у вас есть уроки языка, но делать домашку много помогает, чтобы повторить, чтобы идентифицировать или найти, какие темы самые сложные для вас, и чтобы в будущем спросить, сказать, преподаватель Наталья такая, простите, я не поняла вовремя, когда я сделала домашку, я не поняла правильно вот эту тему, можно, пожалуйста, повторить, или можете, пожалуйста, опять объяснить. Это очень важно. Делать домашку — это большая часть изучения любого языка. И тут повторить, особенно для русского языка, это фундаментально. Потому что у русского есть вот эта структура, где есть падежи, есть совершенный вид, несовершенный вид, есть причастие, депричастие. И вот такие, наверное, для людей, у которых русский язык родной язык, конечно, вот это в автоматическом случае бывает, что вы уже знаете сразу работающихся, вот это для нас, иностранцев, нам нужно все писать 1000 раз, повторить, спросить, понимать структуру, понимать логику, чтобы вовремя, когда нам, если мы на улице и нам нужно будет говорить с депричастиями, тогда, чтобы самостоятельно уметь строить такую конструкцию. Например, я вам покажу мои таблицы с падежами. Вот тут у русского языка есть 6 падежей.
Это именительный падеж, родительный, дательный, творительный, винительный и предложный. И я создала, написала вот такие 6 вариантов тут, где есть, я вам покажу, наверное, тут видно. Как вот каждое слово меняется, если это единственное число, множественное число, если это существительное, прилагательное, если это он, она или оно, для каждого падежа. Конечно, в начале тебе нужно говорить супер медленно и читать свою таблицу каждый раз. Но с практикой вот это каждый раз проще и проще. Но если ты не используешь твое время, чтобы вот это строить сам и найти способ, чтобы это было понятно для тебя, тогда это будет трудно. А это нельзя делать во время урока. Тебе нужно, посидеть после урока и сам это повторить. Да, просто потому что. Следующий шаг — это говорить, говорить и говорить. После того, как у вас уже есть какой-то уровень, вы знаете много слов, где вы понимаете логику, падежи и так далее, тогда говорить возможно. И я знаю много иностранцев вокруг меня, которые думают, что как их русский язык не хороший, тогда они не говорят на русском, а именно потому, что они не говорят по-русски, тогда язык еще плохой. И вот это, это без конца будет так, если ты не представляешь, или если ты не понимаешь, что тебе нужно говорить. И говорить, и говорить, и говорить. Понятно, что если ты живешь где-то, где люди не говорят на таком языке, может быть чуть-чуть сложнее, но сейчас онлайн есть много возможностей, есть очень много платформ, например, в Discord, есть чат онлайн с незнакомыми, есть тоже курсы языка. На самом деле для русского языка есть слишком много вариантов, чтобы сам изучать русский язык бесплатно. Наверное, вы знаете об этой платформе. Это называется РКИ. Я недавно нашла в Фейсбуке и в БК тоже есть вот такие курсы бесплатные РКИ. И вот они это делают бесплатно, в сумме ты только подключишься, и вот это прикольно. Самый последний шаг. Я решила вот об этом говорить в последнем месте, потому что если у вас нет мотивации, или если у вас нет дисциплины, или не хотите делать домашку, тогда качество курса русского языка, любого языка, будет бесполезно. Если вы богаты, а у вас есть самый лучший преподаватель языка в мире, вам нужно сам работать и работать. Говорить на любом языке — это результат вашей работы. И все. Вашей, не результат работы преподавателя, например. Мой курс русского языка, курс, который, по-моему, был самый полезный, самый интенсивный, вот это был вот прям курс подготовительного факультета в СПВГУ, в Санкт-Петербургском государственном университете. И у меня был курс русского языка почти каждый день, 5 часов, плюс домашки. Это была кошмар, потому что я еще работала в Мексике в таком времени, и мне надо было все одновременно делать. Я супер глупая, на самом деле я не знала. Вначале я не знала, что это было бы так сильно и так сложно. Не знаю, как все получилось, получилось. В смысле, это... Вам нужен какой-то курс языка, который достаточно интенсивный, и с преподавателем, который готов, чтобы ответить, если у вас есть какой-то вопрос. Я думаю, что это все. Это самое главное. Какой-то интенсивный курс. Я супер посоветовала бы вам вот такие, если вам интересно, курсы подготовительного факультета. Могу сказать, что любого университета, потому что качество образования в России хорошее. Тогда все. Вот тут я тут написала, о чем говорить, и вот тут подчеркнула
с розовым цвете, вот такие причины, которые самые главные, и вот из силёнок у нас тут есть только, ну, уроки русского языка, потому что это важно, конечно, но без этого вот это бесполезно вообще. И это все, ребята. Надеюсь, что вам все понравилось. Это очень интересная тема. Мне очень нравятся языки. Я люблю иностранные языки. И вот русский язык пока мой самый любимый. Я в будущем хочу заниматься другими роликами о языках. И вот если это вам будет интересно, скажите, пожалуйста, мне в комментариях и, ну, поставьте лайк, подпишитесь и так далее. Спасибо большое и увидимся потом. Пока!